Всем привет, меня зовут Алексей, и вы попали на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алина, канал Белая Ворона. И сегодня мы решили посетить столбы. Походим, посмотрим, полюбуемся красотами местности данной. Ну и если что-то будет интересное, буду, конечно же, снимать и показывать вам, рассказывать о чем-то. Вообще, конечно, интересно так получилось. 3 часа на самолете, и оказываешься уже в снежной такой местности, уже все здесь снегом покрыто. Очень красиво, интересно. И необычная такая смена обстановки произошла для меня. Красота. Блин, лес здесь, конечно, шикарный вообще. Я вот смотрю, получше, чем у нас. Ну, у нас что, леса-то 20 на 20 километров, да не больше. С одной стороны зашел, с другой вышел. Здесь идешь и идешь, идешь и идешь, сплошные леса. Тайга, одним словом. Но вообще, с какой целью я сюда приехал, все на самом деле банально. У меня давным-давно было желание посетить гейзеры на Камчатке, долина гейзеров, посетить озеро Байкал и побывать в настоящей тайге. Так вот, начал, так сказать, гуглить информацию, куда можно слетать из Самары. Байкал — это под Иркутском. Туда, короче говоря, во-первых, нет прямых рейсов из Самары. Все рейсы через Москву. Во-вторых, билеты очень дорого стоят. С Камчаткой там все еще хуже. Там цены вообще космические. А потом смотрю, билет до Красноярского края, до Красноярска, да, из Казани 4000 рублей. То есть, а мне до Казани ехать 350 километров на машине. 4000 рублей в один конец, 4000 во второй конец, обратная дорога. 8000 рублей за перелет туда-обратно. Ну, на мой взгляд, это адекватная цена. Я прилетел сюда, снял здесь номер в хостеле недорогом. Цены более чем адекватные. 1100 рублей проживание в сутки. Двухместный номер. Ну, конечно, там есть свои недостатки. Туалет, душ общий, кухня тоже, естественно, общая. Но цена решает, согласитесь. И получается, на данный момент я рассчитываю потратить не более примерно так 30 тысяч рублей за всю поездку. Но я побываю в тайге, и одно из своих желаний, одну из своих мечт, если можно так сказать, да, я смогу спокойно вычеркнуть. Потом уже рвану когда-нибудь на Байкал. Ну, а Камчатка, не знаю, очень дорого. Но тоже когда-нибудь, я думаю, надеюсь, смогу туда попасть. Вот. Вот мы дошли до первого столба. Написано, высота столба 80 метров. Летом люди здесь на него поднимаются. Да и, я думаю, сейчас, наверное, поднимаются, да, некоторые? Да. Ну, со снаряжением только, естественно, определенно. Даже бы и я поднялась, но я не взяла трикони. Алексей не лазит, а его оставить же я внизу не могу. Не, ну почему можно было? Я бы посидел, бы чай попил, посмотрел бы, как ты лазишь. Ага, на таком ветру. Ну да. Холодно ждать. Ты знаешь, сколько это времени занимает, чтобы на скалу залезть? Алина рассказывает, как она здесь без страховки лезла. Это вышло случайно. У меня бывают такие моменты, когда я лезу по скале, не зная, допустим, ход, куда-то залезу, а потом оказывается, что это был сложный какой-нибудь ход, трасса, и там без страховки, оказывается, не ходят. А я туда заперлась. Ну, так делать нельзя, естественно. Это случайно у меня выходит. Так вот здесь люди и спортом занимаются, еще бегают. Я тут пока дошел, тоже немножко язык на плечо повесил. Но у меня подготовки такой нет особой. Именно подъемы затяжные. Да, снега уже прям много, а у нас в Самаре снега нет. Ой, ничего себе, снежочек тут насыпало уже. Красота.
А так здесь прям целая культура процветает у людей. Ну, приходят сюда именно для того, чтобы залезть на столб. Но это не тот случай. Молодец, сейчас залезем на это. На Архиерейской там, наверное, бегает. Мне ничего не покажут сейчас людям. Перья нет. Нет, покажешь перья. Мы, кстати, ко второму столбу уже подходим. А по поводу этих столбов я читал вчера. В общем, столбы эти образовались как? Раньше здесь был океан. Ну, естественно, все здесь было покрыто водой. Вся планета, да, практически. И выход магмы из-под вулканической магмы из земли происходил. Все это дело застывало под водой, а потом со временем океаны исчезли, вода ушла, а ветра и вообще климат сделали свое дело, оставив только эти столбы. То есть раньше здесь, ну, грубо говоря, там какое-то илистое дно было, да, все это выдуло со временем, и остались вот эти вот столбы. Я вот, честно говоря, вот один столб увидел, нахожусь под огромным впечатлением. Для меня это, конечно, диковинка такая. У нас в местности такого нету. Здесь вообще горы какие-то, ну, вулканической породы, да. У нас-то горы известняка. Известняк, да, но я просто заговариваюсь уже. А у вас тут вообще камень, ну, другая порода горная. Это сиенит. Сиенит? Да. Ну, так вот. Че, туда поднимемся тоже? Да, сейчас пойдем. Только я смотрю, там, ребят, ветром сейчас сдует, наверное. Там очень, да, ветрено, холодно, ветрина ледяной, сейчас нас там сдует. И подъем такой довольно скользкий, потому что камень, и снег ложится, прилипает к скале. И бывает иногда температура у нас скачет, то теплее, то холоднее становится. И за счет этого образуется наледь на скале. И в такое время очень-очень опасно лазить. Вот мы сейчас попробуем залезть, потому что здесь на Архиерейскую площадку подход еще более-менее. Но на саму скалу, естественно, нереально залезть. Но отсюда тоже виды шикарные будут. Надеюсь, у нас все получится. Хочется так на скалу мне залезть. Я обычно на столбы никогда не хожу, чтобы просто вот так погулять. В основном хожу для того, чтобы по скалам полазить. Ну, а сегодня Алексея вожу, показываю ему, какие у нас шикарные скалы в нашем городе. И чем тут люди увлекаются. Вот. И вот сейчас решили на второй столб сходить. Зайдем там на Архиерейскую площадку. Там очень-очень красивые виды. Правда, там высоко. Не знаю, как Алексей отреагирует на это. Но вроде согласился подняться. Это просто вообще почти нереально, но мы ведем. Еще при этом лазить надо по скале. Слушай, здесь очень скользко, тут прям лед. Да, весело. Тут ветер, конечно, сумасшедший. Пурга, метель. Можно сказать, даже небольшой шторм. Резкий такой перепад. Там было практически без ветра в лесу, вот буквально там 50 метров назад. А здесь уже все. Вот это водораздел, скала. Вот мы сейчас на втором. Вот это хребет такой, это водораздел. А вот та торчит, это Митра. Очень опасная скала, неправда. Это без веревки просто вообще очень страшно его ходить. Он прям совсем на отвесной скале. Не зря называется сумасшедший. Как метеор. Алекс, скользко очень. Я вот смотрю и думаю, а надо ли мне это? Взялся, так уж не говори, что не
молодежь. Полезли. Как-нибудь уберемся, надеюсь. Хотя в этой истории больше смущает, как мы обратно пойдем. Обратно пойдет. Ловкость рук и никакого мошенничества. Пойдем дальше. А те, кто приезжают, они потом уезжали отсюда вообще или где-то здесь остаются обычно? Потому что куда ты меня ведешь, я не уверен, что я потом отсюда уйду. По-разному бывает, по-разному. Вот эта береза, она на скале, поэтому кажется, что высота не такая уж, Не такая высокая, высота не такая высокая. не такая большая. Да, что не так высоко. На самом деле эта береза находится на скале. Самое видно. А тут очень-очень высоко. Деревья на самом деле вон они. Снега не было. А тут и витрина, и пурга, и снежище. А я снег люблю. Снег — это хорошо. Особенно в теплой земляночке, а не на такой скале. Или хотя бы в избушке какой-нибудь. Ну так ты в Сибирь попал, что ты хотел? Ну Что думал, в сказку попал? да. Туда я не пойду точно. Ну все, вот мы и спустились со второго столба. А он как назывался еще раз? Второй столб. А, просто второй столб? Архиерейская А, площадка. и архиерейская площадка. Вот прям буквально с 50 метров 100 прошли. И здесь тишина такая. Никакого намека нет на ту пругу, которую мы видели, стоя там на площадке. Вид, конечно, был шикарнейший. О. И вообще здесь все виды шикарные, куда ни посмотри. Деревья красивые, все в снегу. Красота, лепота. Как будто бы вообще оказались, телепортировались резко в другую местность. Еле снег идет, прям еле-еле. И очень светло здесь. Спокойно и, главное, тихо. Ветра нет, не холодно, тепло. А надпись вон проходили. Была еще не занесена снегом, уже все. Все уже снегом замело. Ну вот рано или поздно упадет же, наверное. Прям уже чуть-чуть его подтолкнуть, и полетит булыжник этот вниз. Кстати, вот эти камни уже, видимо, и падали. Вот один. Здоровый, вот второй. И вот как раз-таки около вот этой надписи третий огромный камень. Представляете? То есть вот такой, если полетит камушек со столба, то мало не покажется. Но, как мы видим, они уже давно упали, потому что деревья вон выросли даже. То есть это не недавние, конечно же, падения. Уже очень давно это произошло. Лесная сказка. Виды потрясающие. Не передать словами. Снег порошит. С некоторых деревьев с веточек снежок падает. О.
Смотри, а здесь следы. Вот. Чьи? Виси. Ух ты. Вот и пошли. Решил по лисьим следам пройтись немножко. Куда-то вот туда в лес они пошли. А следы прям свежие. Недавно здесь пробегала она. Ну, по такому красивому лесу грех не бегать. Ты откуда такой? Ты откуда такой ушастый красивый зверь? А? К людям нельзя на столбах приставать. Они сюда по делу приходят. Иди зайцев гоняй. Смотри какой. Ну дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Дай лапу, кушака такой. Ах, ты еще кушаешься, да? Ты еще кушаешься? Да уже сейчас с тобой бороться буду тогда. И главное, мягко кусает. Видишь, так вот. Прикусывает. Обученный. Вот Ну либо все. здесь, либо он там. Нашли себе нового друга. Третий в нашей компании. Да? Собакин. Нельзя, нельзя. Фу. Теперь точно не отстанет. А если еще унюхают мою самсу с говядиной, то вообще пиши пропало. Так, куда мы идем? На внучку? На лапку. А, на лавку. Вот бабка, внучка, бабка. Вот внучка поменьше. Это Ага. бабка. А детка дальше, в другой А стороне. детка мы Дед. не дошли еще. Ага, И понятно. вот здесь тоже есть ходы, я ходила их. Вот ручеек, вот эта щель, ручеек называется. Мгм. Она всегда сырая, там все время течет, поэтому называется ручеек. На внучку тоже ходила вот там вот. И на бабку еще вот с этой стороны я ходила. И вот здесь еще есть ход. Нельзя. Нельзя, нельзя. Фу, фу, фу. Да блин, ты что меня насилуешь средь бела дня? А, на меня насильник напал. Ну давай, попрошайка, а. Вот ты че ко всем пристаешь. Надеюсь, что кто-то тебе что-то даст. Ну. Ты даже салфетки взял с собой? Все, друг, давай, иди. Подожди. Нифига ты нахуй. Конечно, Поешь. давай. Тебе не холодно, Слушай, без слов, только у меня ноги, то есть у меня палец просто длиннее. Здесь у всех столбов есть свои вторые названия, что ли, наверное, как правильно сказать. Вот сидели у столба, который называется бабушка. Сейчас пришли к столбу, который называется дедушка. Вот отсюда ракурс хороший. Такой нос большой с горбинкой. Волосы, как у Кобзона. Мне лично напоминает Кобзона, не знаю. Я его не дедушка называю, а Кобзон. Если не учитывать, что внизу вот у него эта борода считается. Если ее не смотреть, что типа бороды как будто нет, само вот это лицо и волосы мне напоминают Кобзона. Глаз такой треугольный, бровь над ним и волосы сверху. Там у него еще сверху кепочка есть, просто ее не видно. Когда наверх залазишь, можно еще на нее залезть. А внизу борода. Такой дедушка. Ну вот видите, одни люди видят перед собой скалу, столб, да? Другие люди видят перед собой дедушку, а третьи люди видят кто-то обезьяну. Кобзона. Да, я Кобзона вижу, а кто-то обезьяну здесь видит. Говорит, что больше на обезьяну похоже. Ну нет, я здесь... Ну вот человеческое лицо я точно вижу, да. Но почему Кобзон? Нет. Ну, наверное, дедушка какой-то, да. Вот главный скалолаз, ушастый, вон он. Ушастый, хвостатый. Ой, я столько, наверное, никогда не лазил в своей жизни. Не пойми куда. Еще и с камерой, с рюкзаком. Вот поэтому я на столбах и не снимаю себя. Когда я одна, я не могу себя снимать. Как я себя могу Ну да. снимать? Это очень опасно. Зимой вообще опасно. Летом-то опасно, зимой совсем. Вот.
Согласен. Потому что по некоторым прям тропам идешь, уже прям наледь на камнях. Лед. Сейчас пойдем с тобой в такую. Ну давай. Но находимся мы, короче говоря, на плече у дедушки. Туристов очень много, выходной день. Сейчас вон ребята из Кыргызстана были. Приглашали посетить их горы. Может быть, когда-нибудь такая возможность будет. Но пока мы наблюдаем картину прекраснейшую. Виды здесь потрясающие. Но нам нужно идти дальше. Куда мы теперь пойдем? Мы пойдем на Перья. Перья и Львиные ворота. На Перья, это, кстати, вот отсюда даже видно, вон они находятся. Вон, правильно, это они? Да. Ага. То есть вот туда мы как раз сейчас и направимся. Кажется, что близко, но я думаю, там опять, да, придется вверх-вниз идти. Да нет, не слишком далеко для меня. А время у нас сколько? Ну нормально, еще 2 часа дня. Пойдем. Веди. Ну, давай. Не могу. Это так мило. Забрал, улетел. Улетел. Вон дальше полетел туда. Он вернет. Во. Во, видишь? Этот уже белый. Я не могу, когда не садятся, это так вообще. Вот перья. Так надо снять же. А вот это Львиные ворота. Там тоже можно залезть, но мы с тобой, наверное, не полезем. Там сильно скользко. Что-то я боюсь тебя туда тащить. Мне больше прикалывает, собака здесь бегает. Мы ее уже встречали практически на всех столбах. Что-то от одного столба к другому носится. Я так понимаю, она просто ищет, у кого бы какую-нибудь еду взять, перехватить и поесть. Убежал опять куда-то собакин этот. Сейчас увидим, наверное. Вон опять собачка-то. Метров. Там наклеена табличка 40 метров высоты. 40 метров это немало. А второй столб, он 90. Да, я знаю. Я запомнил эту информацию. Так, ну что, последняя заключительная точка нашего маршрута. Движемся к 4-му столбу. Названия он какого-то особенного не имеет, как я понял, или нет? Что ты хочешь сказать? Там есть ход, называется Баламуты. Это как отдельно такая скалка, но это все вместе, это 4-й столб. А вот эта отдельная скалка, это ход Баламуты, по которому я лазила. У меня есть шортс на канале, зайдите, посмотрите. И сейчас мы вам снимем и Баламуты, и вид с 4-го столба на 1-й и 2-й столб. Вон что. То есть мы с этого столба 4-го видим 2 других столба, на которых мы уже побывали. Это мне уже нравится. Ну, я так понимаю, придется опять куда-то подниматься. Ну ладно. Деваться. Спасибо. Подниматься, лезть. Это мне сегодня очень нравится делать на протяжении всего дня. Только этим и занимаюсь. Ого, а здесь правда интересно. Если те столбы какие-то цельные были, то здесь прям камни вообще везде разбросаны. Очень необычно. Очень красиво. Самое главное, что здесь ветра нет. Уютненько. И снег закончился уже.
Че, куда нам дальше? Сейчас лезть будем. Ну, я так и понял. Вот как они это делают, а? Деревья растут из скалы. Я не понимаю. Плодородного слоя-то нет никакого. Кстати, все свои сегодняшние скалолазания мы практически не снимаем, потому что очень опасно. Лучше друг другу помочь где-то, ногу поддержать, руку подать, чем заниматься съемкой на таких опасных скользких скалах. Поэтому практически как мы лазим, мы не снимаем. Хотя вам бы, конечно, было бы очень интересно смотреть. Вот, например, мы сейчас вот здесь полезем. Очень-очень скользко. Наледь конкретная. Обувь у нас, естественно, не подходящая. Еще оборудование приходится так вот перекидывать постоянно. Да. Камень называется картошка. На чем держится, непонятно. На добром слое, там прям буквально вот 3 точки опоры, наверное. Возможно, когда-нибудь он упадет. Но будем надеяться, что это будет не скоро. Ну, все интересные места на сегодняшний день, которые было запланировано посетить, мы посетили. И я думаю, наверное, имеет смысл подвести уже к логическому завершению данный поход. Снимать дальше смысла нет. Дорогу вы уже видели и неоднократно. Смотрите видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Алины, если вы еще не подписаны. Пока-пока. Пока. На чем ты остановилась? Это батарейка села? А я, кстати, уже в капюшоне. Да, ну и чё? Вот, люди учатся лазить по горам. А вот люди учатся лазить по скалам. Не знаю, чего я сегодня наснимаю. Холодно мне. Замерзают руки. Камера замерзает. Алексей гораздо больше снимает. У него будет, наверное, нормальный, хороший, качественный фильм. Вот, посмотрите у него на канале. У меня будет так. Мини-фильмчик.